Всем привет, друзья! Вы на канале Ratibor Games. Сегодня вы увидите начало летсплея по игре Vintage Story, которая является симулятором выживания в мире, наполненном историей, приключениями. В этой игре, как и в Майнкрафте, мы сможем создавать свои инструменты, оружие, одежду и постройки. Мы с вами будем исследовать разнообразный ландшафт, сражаться с опасными существами, собирать ресурсы и общаться с жителями этого мира. Ну что, поехали? И вот мы начинаем играть. Самое первое, что нас встречает, это меню настройки персонажа. Мы можем выбрать любой тон кожи из представленных здесь. Также любой цвет глаз. Комбинезон – это то, как будет выглядеть персонаж, когда мы снимаем с него одежду. Тип голоса. Что это такое? Ну, здесь персонажи разговаривают не обычными голосами и словами, а как бы музыкальными инструментами. Вот, например, я сейчас выберу аккордеон. Здесь также можно выбрать высоту голоса, то есть выше, ниже. Я, как правило, беру средний саксофон. Дальше здесь мы можем выбрать тип волос и детали волос. Тип волос – это основная прическа. Ну, например, залысины. Деталей волос мы пока не видим, поэтому мы пока можем посмотреть только тип волос, да, прическу. Вот пусть будет, например, классический, да. Что такое детали волос? А это вот, например, пучок сзади. Или, например, хвост. Или, например, узел. Ну, кстати, пусть так и будет. Выражение лица пока пропустим. Усы и борода тоже редактируются отдельно. То есть можно, например, выбрать подкову и щетину. Это будут разные элементы. Я выберу, например, вот так. И цвет волос, который влияет не только на бороду и усы, но и на эти волосы тоже. Ну, выберем, например, вот такой. Ну и выражение лица, понятно. Тоже можно выбрать какое угодно. Я выбираю вот так. Дальше мы можем выбрать класс. Здесь много разных классов. Есть простолюдин, охотник, негодяй, часовщик, черный страж, портной. У простолюдина без положительных и отрицательных черт. У охотника вот такие черты, то есть он не очень хорошо ведет себя в ближнем бою и хуже копает руду, но зато он лучше стреляет издалека и больше получает от охоты. Негодяй – это такой вор. Он лучше собирает, в том числе из сосудов из данжей, но при этом он плохо себя показывает в ближнем бою. Часовщик. Он быстрее, он больше наносит урона механизмам, но он хрупкий и робкий. Черный страж. Это солдат, такой себе танк, который очень хорошо себя ведет в бою, но при этом у него есть проблема, он больше ест еды, он себя хуже показывает в дальнем бою, и он может раздавить случайно что-то, когда достает из сосуда из данжа или если собирает, например, ягоды. Портной за счет своего опыта в создании одежды может 10% добавить на броню, но при этом он слабый, он добрый, то есть он меньше получает из животных, и при этом он цивилизованный, он еще меньше получает от собирательства. Я выберу простолюдин, так как он самый усредненный класс. Вот наш персонаж приветствует своим голосом, и что-то я смотрю, что здесь не очень хорошо мы заспавнились. Ну хорошо. Значит, самое первое, что нужно делать в этой игре, это собирать. Что собирать? А здесь нельзя просто так взять, подойти к дереву, ударить его пару раз, и оно выпадет нам, как в Майнкрафте. Нет. Здесь все немного по-другому. Здесь нам нужно собирать камни. Обычные камни, которые лежат на земле. И палки, которые просто тоже лежат на земле. Пока что здесь их нет, потому что это очень неподходящая для этого местность. Вот здесь мы в гранитовых горах, да? Ну, это кремень, кстати. Вот заметьте, если вы видите камни любого цвета, где вы там находитесь, и при этом лежит рядом серый камень, это кремень. Следует это всегда помнить. Видите, здесь нет такого серого камня, значит, это просто гранит. Под деревьями могут где-то быть палки, которые нам тоже будут нужны для будущих крафтов.
Но их здесь, к сожалению, нет. Тогда придется грубым способом добывать палки. Их можно добыть еще вот так, просто разбивая хвою или листву деревьев. Особенно если вы видите здесь вот такие вот веточки. Видите, здесь их нет, а здесь вот они коричневые есть. Значит, здесь гарантированно выпадет палка. Вот она. Такие вот палки, такие вот камни и такой вот кремень. Значит, что дальше нам нужно, когда мы собрали, ну, хотя бы 2 палки? Нам следует начать крафтить. Во-первых, нажимаем Shift, правая кнопка мышки. И еще раз. Здесь нам нужно, в первую очередь для себя, сделать нож, сделать лопату, сделать топор. Здесь появляются такие вот квадратные камушки. И если присмотреться, нажав кнопку Г, мы можем опуститься на землю. Левой кнопкой мышки мы будем сбивать камни. Видите, они подсвечены. Здесь может быть не очень хорошо видно, но они подсвечиваются. Те кубики, которые нам нужно разбить. Кстати говоря, да, если мы заходим куда-то, где не подсвечено, не бойтесь. Персонаж умный, он не разобьет. Опять клавиша Г, присели и начинаем откалывать то, что нам не нужно. Достаточно на самом деле даже одного ножа, потому что топор и лопата это уже на будущее. И все-таки мне нужна еще одна палка. Вот палка, вот шишка, кстати, мы можем посадить шишку, здесь потом тогда через время вырастет елка или сосна, как вам угодно. И теперь мы начинаем крафтить. Кладем сюда палку. Да, заметьте, здесь нет инвентаря, то есть для него нужно сшить для себя определенные, так сказать, корзинки. Корзинки расширят наш инвентарь. В будущем это могут быть даже рюкзаки охотника. Итак, кладем сюда головку топора, наконечник копья и лоток лопаты. Все. У нас по меньшей мере есть начальный набор. Теперь нам нужно найти водоем и найти рогоз. Вот он как раз. Этот рогоз используется много для каких целей. Во-первых, из него можно исплести корзинки. Не путайте, кстати, с камышом, вот камыш. Для того, чтобы расширить наш инвентарь. В том числе из него же можно сплести первобытные сундуки. Также он используется для припарок. Это такого рода аптечки, которые могут нас вылечить, если нас потребает кабанчик. Тоже, что стоит заметить, что здесь, в этой игре, имеет значение, сколько предметов мы кладем в окно крафта. Например, сейчас я покажу. Чтобы сделать вот такую корзинку, нам нужно именно по 2 предмета положить сюда. Например, вот по 2 рогоза. То есть, если мы выложим по одному, ничего не выйдет. Вот сейчас я покажу. Вот я беру, кладу по одному. Ничего не происходит. Здесь ничего нет. Но если я добавляю в каждую еще по одному, вуаля, и у нас появляется корзинка, которую мы можем использовать. Давайте соберем рогоза для 4 корзинок.